Мы сегодня делаем очень благое дело. Кормим голодных американцев. Кормим, конечно, не за бесплатно. И кормим мы, получая заказы через DoorDash. Покажем, где мы, расскажем, как это делается, и сколько можно заработать. В самих компаниях вся вот эта работа заточена на то, чтобы ты с утра до вечера только и делал, что гонял туда-сюда. От ресторана к клиенту, от клиента снова к ресторану. Не настолько это выгодно и интересно, как пытаются подать сами компании. По факту это все-таки немножко рабство, потому что если ты хочешь, срублю-ка я соточку в свободные 2 часа там утром или вечером, не срубишь. Чтобы срубить соточку, ты должен отработать, 4-5 часов. Зависит от того, как тебя типанут, как тебе дадут чаевые. Ну что, есть первый заказик. Нам предлагают взять $13.25. Почти, чуть больше 9,5 миль. Le Pain Quotidien. Принимаем? Нет. Конечно, приняли. Давай. Одна штука. Organic Dutch Mini Pancake. Панкейк. Захотелось. Один из моих таких и любимых, и нелюбимых видов доставок — это в частный дом. Его все любят, потому что не надо шастать по многоквартирным домам, искать, но оставить у двери, то есть общение не предусмотрено. Ну что ж, вот он, 101-й хайвей, и у нас идет гонка со временем, так как мы не можем в круизном режиме ехать, смотреть, глазеть. Есть время, до которого нужно успеть доставить. Бывает так, что и авария, и пробочка, и все встали, и никого не волнует. Ты, конечно, можешь отметить в приложении, что авария, пробка, но это уже будет опоздание. Нет, мы как бы уже опоздали. Тут вопрос, что охранничек у нас такой, псевдоофицер Гарсия, неторопливый. Наверное, надо своему любовнику в Тиндере ответить. Hello. Да, вот он что-то там сказал, Ван Гомосекин. Ну что ж, человек знал, что поселок у него закрытого типа, с охраной, с воротами. Может быть, он даже знал, кто сегодня дежурит, и мы бы тогда это все завтра привезли. Сейчас будет очень замечательный мост. Его построили специально для животных, чтобы они могли с одной стороны с гор Санта-Моники сюда, я не помню, в общем, это уже другие справа горы, через вот этот 101-й хайвей. Он еще не достроен до конца. На него уже потратили больше 150 миллионов долларов. Зоозащитники говорят: ребята, идея хорошая, меньше их будет погибать на дорогах, но, во-первых, как вы объясните животным, где переходить, а во-вторых, они говорят, это еще отличная возможность для хищников. Вот они сядут с одного конца и будут ждать олененка, крольчонка, тут кто пойдет. И будут его сразу, хоп, привет завтрак, привет обед, привет ужин. Обычно я, когда работаю на доставке, Thousand Oaks, хороший городок, спокойный. После 2018 года, когда тут было массовое убийство. С тех пор он спокойный. Я раньше всегда ставил на паузу. Возвращался на свою точку, как это я называю. И там снималась пауза. А сейчас мы на паузу не поставили. Летим по хайвейчику, и нам сначала один заказ прилетел на $21. Видим, куда-то далеко ехать. Мы такие, ладно, все для вас и для нас. И потом еще один заказ, что Uber, что DoorDash, они такое любят. Ой, ты едешь в ту сторону, да возьми по пути еще
2 доставки за 9 баксов в ту сторону. Насколько это близко, окажется, скорее всего, вообще не близко. Но с пользователи-то они, наверное, они же не говорят: ой, Алешеньки, по пути, он тебе добросит за полцены, за четверть. Они берут с него полную цену. Почему мне полную цену не отдадут? Это я не знаю. Должно было быть 11 пакетов. По факту их 9. Дяденька плотно упаковал. Еще 10 пакетов уже в салоне для Эллен и Карен. И это еще нормальная доставка. Вот была как-то у Наташеньки из Костка 5 упаковок воды по 25 бутылочек, 6 упаковок, нет, 3 упаковки воды по 6 5-литровых бутылках. То есть, представляете, да, вот как бы девочка все это там таскала, грузила. А никто же не дает нормально подъехать к дому. Все-таки не-не-не, вы паркуйтесь там, пожалуйста, на улице. Никакого вам использования драйвея. А одни последние, где больше всего воды. Учебный центр, не будем говорить какой национальности. Им сказали: ребят, ну откройте, будет ближе, проще таскать, быстрее разгрузим. Нет. Вот оттуда, через узкие ворота, со всеми вот этими баклахами. Так что, ну, это еще более-менее. Но поэтому, я думаю, никто и не любит покупку и доставку, что в DoorDash, что в Uber, потому что это геморройно, это долго. И это заставляет меня потеть. Cannon Road. Highway N20, что-то там. 23 это Westlake. Ну, в общем, ладно. Одна из самых моих любимых. Начинается тихо, скромно. А потом такие через перевалы, повороты, место, где разогнаться, где тормозиться. А вот и длинный спуск к Малибу — это вообще просто песня. Я на старой своей Камри, знаете что, я с Порше там зарубился. И, блядь, я его сделал. У него просто, ну, там вот где-то поджало, потом вот где вот этот длинный спуск к Малибу. А я-то безрассуден. Я его сделал. Зарубался еще с Маклареном. Ну, там молодец, там. Но почти его сделал, почти. Эх, времена были. Ой, не то, что сейчас. Сейчас вот. Можно 55, а мы едем 40. Да, почему мы едем 40? Кто тупит? Ну что ж, мы отвезли вторую доставочку. Первая была 3 минуты от магазина. Она же была самая большая, 11. Ну, заявлялось как 11 пакетов, по факту оказалось 9. Вторая, средняя, 10 минут. И сейчас третья, средняя по объему, уже 19 минут ехать. Вот так вот. За 9 минут. В общем, все, сделали третью доставку. Оказалось, тетя на работу. Работает она в high school. Школа для совсем уже выпускников. Ну, в смысле, взрослых. Подъезжаем, а тут, ну, охрана-то ладно, колобаса же. Полиция, 2 машины, шерифа. Еще, по-моему, черный Юкон. Это кто-то там такой. Под прикрытием. Наверное, так правильно сказать. Ну, может, просто детишки мультимиллионеров, это же колобасы, напоминаю, подрались. Да, кто-нибудь кого-нибудь
разбил пакетиком кокса, как у них это принято. А бедным полицейским Гарсия и Лопес приходится с этим разбираться. Заказ. Ехать осталось 2 минуты из 3. На $7 заказ. 3 полных пакета бургеры, картошка фри. Там полно всего. Плюс пакет с напиточками. Итого 4 пакета. $7 с плюсиком. DoorDash показывал. Плюсик — это такие таинственные чаевые, которые человек обещал добавить. Сколько он добавит, это секрет. Это может быть, ну, вот из разряда, как я уже говорил, $1, $100. Никто не знает, кроме этого человека и, наверное, DoorDash тоже. Я не знаю. Но за этим плюсиком профессионалы рекомендуют охотиться. Потому что оно действительно может нести в себе, быть заказом дня, который сделает тебе основную кассу приятность. Ну так вот, заказ, который был 7 с плюсиком, оказался на $34. То есть тетя добавила еще 27. $27 плюсик. Ну, может быть, это он заказ дня. У нас есть еще время узнать, так это было или нет. Вот сделали еще одного американца сытнее, счастливее. В отличие от DoorDash, который нас счастливее-то не сделал. Что произошло? Стандартная для Thousand Oaks история. То, что заказ отдать нужно было в месте, где нету связи. Ну, по крайней мере, нашего оператора. Там мобильная сеть вообще практически не ловит, не говоря уже о том, что интернет, ты о нем только можешь мечтать и вспоминать. И поэтому отметить в приложении, что доставка завершена, я смог спустя несколько минут. Тут такой пуш от Даша. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, что-то вы там наворотили. Какое-то прям красное предупреждение. Все очень серьезно. Так прям, говорит, вот вы нарушили условия, вы очень поздно доставили. Что делать в таких случаях? Если ты уверен, а я, например, я знал, когда увидел, что сети нету, я знал, что будет какая-то ерунда. Сделал фото. По этому фото можно же посмотреть, во сколько и где оно было сделано. Это как доказательство того, что мы там были вовремя. Все как бы человечку отдали. И написали гневное письмецо, где все по полочкам разложили. DoorDash как компания абсолютно по барабану. Они отличаются своей такой жесткой передней частью, которую они вводят в своих дашеров. Была, кстати, у нас теория, что некоторые вещи они кидают такие, типа, там, ой-ой-ой, вы что-то где-то провинились. Специально, чтобы ты не расслаблялся, чтобы твои булочки были напряжены, чтобы ты надо лучше, надо больше, надо чаще. Чтобы вы понимали, насколько серьезные обвинения стоят перед нами. То есть мы получили на 3 минуты позже и на 7 минут позже сообщили, что оно доставлено. 10 минут в сумме, как DoorDash считает, косяка. Пока ждем нового заказа, расскажу, что такое вообще онлайн-доставка еды и продуктов в США. Это 200 миллионов пользователей, то есть больше половины зарегистрированного населения. Это почти 430 миллиардов в прошлом, 2025 году оборота. 430 миллиардов. Основные игроки. Доставки еды. DoorDash 67% рынка, 23% рынка. Uber Eats
А остальные игроки поменьше. GrabHub, Постамет, я вообще даже не знаю. Если вы все такие. И мы тоже стараемся. Работа в DoorDash, да, не только там. Лапша, удон, хачапури и шаверма, это иногда и цветочки. И цветочки, поверьте, настолько все проклято. Во-первых, потому что никогда чаевых. Во-вторых, потому что это все... Потому что это все настолько тебе может забрызгать машину. Потому что они все всегда в воде. С вазочками. Вот, кстати, очень загорелый мужчина, тоже доставщик. Тоже за цветочками. Для какой-то маджи. Вот красивенько. Хоть немножко будет пахнуть в машине. Вот, не сытнее, но счастливее. Кого-то снова сделали. Кроме $152 25 центов, мы получили еще одно предупреждение. Таков итог нашего неполного дня на DoorDash. Uber, кстати, в этом плане лояльней. DoorDash, он любит жесть. Но и по идее у DoorDash больше доход. Ну вот давайте мы через неделю приедем сюда. В это же время, в это же место. Хороший город, тихий, спокойный Thousand Oaks. И посмотрим. Сегодня 152.25 на DoorDash. Сколько сделаем на Uber?